Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Обычные гонорары для копирайтеров в интернете от 50 до 100 рублей за 1000 знаков. Однако есть копирайтеры, которые берут от 1000 и больше рублей за 1000 знаков. Как стать одним из них, я вам сегодня расскажу. Средний копирайтер может заработать за месяц 30-50 тысяч рублей. Скажете, что это сказка? Нет, это реальность. Главное знать, за что платят большие деньги на копирайтинге и что надо сделать, чтобы их заработать. Есть два способа, как заработать на копирайтинге. Первый, вы можете зарегистрироваться на специальных биржах и выкладывать на продажу тексты, которые вы пишете. Или же искать заказчиков и выполнять задания за четко установленную стоимость. А какие биржи копирайтинга самые лучшие, я вам рассказывала. Можете посмотреть мои предыдущие видео, ссылку оставлю в описании. Итак, измеряется, как правило, оплата за материал в количестве символов. Стандартная единица измерения 1000 символов без пробелов. Требования к таким материалам не очень большие. Главное, чтобы текст был уникальным, а также не имел никаких грамматических ошибок, был единым в стилистике, включал несколько ключевых запросов. Придется потрудиться для того, чтобы заработать большие деньги таким способом. Но это очень удобный способ начать работу. Вы можете набить руку, научиться писать тексты в разных стилях и выработаете определенный темп работы. Второй вариант – писать качественные тексты и продавать их по высокой цене. Как правило, это коммерческие материалы, которые помогают продавать товары или услуги. Это не просто грамотно структурированные тексты, а такие, которые помогают человеку совершить покупку, заказ. Они цепляют, мотивируют к действию и существенно увеличивают количество продаж. За такие тексты клиенты готовы платить хорошие деньги, ведь они приносят чистую прибыль. Но важно уметь писать такие материалы. Также можете посмотреть мои обучающие видеоролики, ссылки также оставлю в описании. Для того, чтобы вашу работу ценили и оплачивали дорого, необходимо для начала установить для себя цену. Если вы знаете себе и своим текстом цену, при условии написания действительно качественных текстов, и не будете работать за копейки, тогда и другие вас будут ценить. Это один из главных секретов высокооплачиваемого копирайтинга. И для того, чтобы нормально зарабатывать на написании статей, необходимо писать грамотные тексты, проявлять творчество и фантазию. Важно помнить, что банальные тексты, к тому же с грубыми ошибками и опечатками, никому не нужны. Более того, подобные тексты поставят крест на вашей карьере копирайтера. Поэтому, чтобы зарабатывать большие деньги в копирайтинге, да и в любой другой профессии, нужно прикладывать максимум усилий. И главное, любить свою работу. Кроме того, необходимо найти крупного заказчика, который будет платить за ваши тексты большие деньги. Но это уже дело вашего усердия и везения. Прежде чем назначить ставку в 1000 рублей за 1000 знаков, необходимо поднять свой профессиональный уровень, чтобы ваша работа окупала затраты клиента. Главное для этого научиться писать тексты, способные решать коммерческие задачи, повышать продажи, убеждать людей в чем-либо, что нужно заказчику. Качественные рекламные тексты отличаются следующими показателями. Первое – наличие грамотной аргументации в пользу товара или услуги, значимой для потенциальных клиентов. Копирайтер должен видеть, чем можно зацепить покупателя и на какие преимущества товара стоит сделать акцент. Например, один наш клиент желал сделать упор на технические характеристики своей продукции, в то время как клиентам был важнее внешний вид и индивидуальность производимых вещей. Второе – правильная структура текста, построенная по принципу от самого важного к менее важному и далее вывод на покупку. Третье – профессиональное оформление текстов с грамотной расстановкой смысловых акцентов. Четвертое – правильный выбор стиля текста с учетом психологических особенностей потенциальных покупателей товара или услуги, бренда, производителя и продавца. Пятое – учет возможностей и особенностей носителей, где будет размещен рекламный текст. Теперь вернемся немного назад, где мы рассматривали факторы, от которых зависит, сколько можно зарабатывать на копирайтинге. Дело в том, что теоретически, если повышать объемы выдаваемых текстов в день, можно бесконечно повышать свои доходы. Однако тут есть один нюанс, который вскоре заведет вас в тупик при таком подходе к работе. Этот нюанс называется качеством. Что такое качество текста? Качественный текст должен быть информативным, без лишних слов, хорошо структурированным, без
ошибок. При его написании должны быть учтены пожелания заказчика. Текст нужно не раз проверить, вычитать, обработать. Чтобы все это делать, нужно немало времени. Соответственно, если нацеливать себя именно на качественные тексты, то о наращивании объемов придется забыть. Но зачем, спросите вы, это делать? Это же уменьшает сумму, которую можно заработать на копирайтинге. Подвох заключается в том, что за качественные тексты заказчики платят больше и охотнее переходят на долгосрочные сотрудничества с вами. В итоге, по факту, вы сможете писать за один день меньше текста, а доход при этом будет увеличиваться. И также мои советы, которые неоднократно были проверены на практике. Если не будет получаться сразу писать авторские тексты копирайтинг, то попробуйте рерайтинг. Определите для себя время суток, когда вы лучше концентрируетесь в эти часы и пишите. Давайте вашим текстам немного отлежаться. Напишите, отложите в сторону и займитесь чем-то другим. Потом перечитайте еще раз. Постоянно совершенствуйтесь, пользуйтесь сервисами для проверки текстов, читайте литературу, общайтесь на форумах и в социальных сетях. Если дело не пошло на одной бирже копирайтинга, попробуйте другую. Стремитесь к постоянному сотрудничеству с хорошими заказчиками. Намного легче написать несколько текстов для одного клиента, чем столько же для разных. Не нужно каждый раз изучать требования, вы уже знаете, на что обращает внимание ваш заказчик, что ему нравится, а что нет. Начинайте писать на те темы, которые вам ближе всего. Позже расширяйте этот круг, но без фанатизма. Никогда не беритесь за заказы, темы, которых вам трудно даются. Если вы не переоцените свои возможности, каждый раз по достижению цели вы будете получать немало удовольствия. Отдыхайте. Копирайтинг такая же работа, как и все остальные. Если вы не будете отдыхать, очень скоро вы выдохнетесь и забросите это дело. Заботьтесь о своем здоровье. Правильно обустройте свое рабочее место. Установите программки, которые уменьшают нагрузку на ваши глаза. Это Flux, например. С опытом постарайтесь отказаться от рерайтинга. Этому понятию жить осталось недолго, поэтому ставку делать на него не стоит. Выработайте свой стиль написания текстов. Если он нравится большинству заказчиков, применяйте его и не слушайте тех, кто вам не платит. Не огорчайтесь, если что-то не получается. Попадается несправедливый заказчик, не получается подняться в ценовой категории, нет вдохновения. Все это временные явления. Научитесь общаться с заказчиком, адекватно воспринимайте критику и помните, заказчики такие же люди, как и вы. Продумайте резюме. Профиль исполнителя всегда должен быть интересен для заказчиков. Если есть какая-либо информация, подтверждающая компетентность автора в теме заказа, ее следует указать. Например, окончание специализированного вуза, работа в прессе, основная занятость по соответствующему профилю, ну и так далее. Стиль резюме рекламирующий. Так или иначе, исполнителю важно продать свой талант. Повышайте квалификацию. Многие биржи предлагают новичкам тестовые неоплаченные задания. Бонусом за выполнение идет квалификационный знак. Чем он выше, тем вероятнее выбор автора-заказчика. Следите за растущим рейтингом. За каждую выполненную работу копирайтер получает не только вознаграждение, но и баллы рейтинга. От их количества зависит востребованность автора. Если задание не выполнено, исполнитель теряет деньги и уходит в минус. Последствия здесь таковы. Это долгие и низкооплачиваемые заказы, плохая популярность у заказчиков, ну и так далее. Избегайте конфликтов с заказчиками. Это приведет к накоплению отрицательных отзывов. Даже если попался особенно противный клиент, не следует опускаться до уровня скандала с соседями. Отрицательный отзыв может появиться в результате несданной или некачественной работы. Но тут уж виноват исполнитель. В некоторых случаях его можно оспорить с помощью модераторов площадки. Перед подачей заявки на заказ внимательно ознакомьтесь с требованиями. Возможно, клиент запросит оригинальные фото по теме статьи, а брать их негде. Или одним из условий станет самостоятельное размещение текста на определенном ресурсе, а у новичка нет знания о процессе. Работайте строго в соответствии с техническим заданием. Если клиент просит описать розовых пони и вставить в текст энное количество ключей про квартиры в Санкт-Петербурге, например, это важно сделать обязательно. В противном случае, зачем вы брали заказ? Если в задании указан конкретный объем, следует придерживаться его. При этом нельзя, чтобы пострадало качество, пустые фразы, лишняя вода, например. Лучше поискать дополнительную информацию по теме и раскрыть ее. Не слишком задерживайтесь на низкооплачиваемых заказах. Порой трудно отказать постоянному клиенту и приходится месяцами работать за копейки. Однако сам он не терзается мыслями о небольшой цене за качественные тексты. Сумейте твердо и вежливо отклонить поступающие предложения.
Добейтесь прочного положения на бирже, прежде чем переходить в свободное плавание. К работе с клиентами без посредников. Кстати, среди них много мошенников, и в этом случае биржа защищает своих участников лучше, она блокирует средства на период выполнения заказа. То есть клиент не сможет не заплатить исполнителю, если статья выполнена в соответствии с требованиями технического задания. Копирайтинг — это такая же работа, и как и многие другие, но более перспективная в плане заработка. Если к этому делу подойти серьезно и основательно, стабильный и приличный доход не заставит себя долго ждать. Поэтому не бойтесь и идите только вперед. Сегодня у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока-пока.